Если так получилось, что вы обладательница двух прекрасных рукодельных ручек, которым не сидится на месте без дела, и совершенно случайно дома оказался ненужный кусочек мягенького флиса, можно кое-что из него сделать. А именно шубку для куколки Паула Рейна ростом 31-33 сантиметра. Для работы нам понадобится, конечно же, сам флис, ткань в тон флису. Это может быть синтетика, может быть хлопок, неважно. Главное, чтобы ткань была тоньше, чем основная. У меня это бязь, стопроцентный хлопок. Булавки, нитки, иголки, резиночка, 3 пуговицы. Конечно, будет лучше, если пуговицы у вас будут вот такие, на ножке. Но я 3 штуки таких у себя не нашла, поэтому у меня обычные. Также ножницы, карандаш, выкройка и, конечно же, швейная машина. Нажмите на паузу и перерисуйте выкройку. На изнаночную сторону флиса приложите выкройку, обведите ее карандашом и вырежьте. Рукавов у вас должно быть 2, таких деталей тоже должно быть 2. Готово, я вырезала. Флис – потрясающая ткань. Я считаю, что для таких изделий обрабатывать его оверлоком или зигзагом не надо. Ткань не сыпется. Этот участок у меня был изначально обработан оверлоком, и я просто так нанесла выкройку, что край здесь обработан. Но вам этого делать совсем не обязательно. Этот край все равно будет загибаться. Вот так будет выглядеть ваш рукав. Теперь вам надо сложить детали, лицевая часть к лицу и вот это к лицу. Скрепите булавками в плечах и проложите здесь строчку и здесь строчку. Готово, я пристрочила. Теперь возьмите рукав, сложите его аккуратно вдвое, согните. Это серединка. Отметьте это карандашом. Теперь серединка. Лицевая часть к лицевой. Приложите серединку аккуратно к месту шва. Вот где стык двух кусочков. Приложите. Скрепите булавками. Я прикрепила пол рукава. Сейчас прострочу отсюда до конца. Можно не доходить 3-5 миллиметров. Я пристрочила пол рукава. До края чуть-чуть не дошла. Так надо. С этой стороны надо сделать точно так же. Важно, когда пристрачиваете, чтобы этот шов у вас не сминался в одну сторону или как-то так выглядел. Его надо разгладить и прострочить здесь вот так ровно. Я пришила рукава. Видите, этот шов у меня разглажен, ничего не сморщено, красиво. Переворачиваю. Видите, уже вырисовывается шубка. Красота. Теперь возьмите второй кусочек ткани, который не флис. Положите ваше изделие лицевой частью на эту ткань и нарисуйте здесь вот такой контур. Теперь от этого контура надо отступить где-то 2 сантиметра.
Теперь вам надо это вырезать. Я вырезала. Теперь этот край надо обработать либо зигзагом, либо оверлоком. У меня готово. Теперь я беру бязь, беру воротничок. Это у меня лицевая часть, это изнаночная. Лицевой частью прикладываю к лицевой части ткани, скрепляю булавками. Теперь прострачиваю по контуру. Я прострочила, теперь надо вырезать. Теперь сделайте несколько надрезов в углах. Не зацепите шов. До шва, но шов не зацепите. Теперь выверните. Здесь вам надо найти середину. Сложите шубку вдвое. И здесь отметьте середину. Отметили. Теперь здесь точно так же. Согнули вдвое и отметьте середину. Теперь вам надо эту середину приложить к середине, отмеченной на шубке. Скрепите булавкой. А дальше пришейте воротничок вручную. Вот так. И вот так. Когда пришиваете здесь, разгладьте этот шов, чтобы он у вас не смялся. А теперь точно так же пришейте другую сторону. Теперь вам надо отрезать 3 кусочка резинки длиной по 4 сантиметра и равномерно отметить 3 точки. Первая здесь, вторая здесь, а третью точку надо отметить, это будет середина между верхней и нижней точкой. Понятное дело, что нижнюю петличку мы не будем размещать в самый низ, потому что никто так не делает. Середина здесь.
Теперь складываем резиночку таким образом, формируя петлю. Таким же образом прикрепляем петлю здесь и здесь. Обращаем внимание на то, чтобы петли были одинакового размера. Теперь возьмите эту деталь, положите ее вот сюда и пришивайте сначала по кругу вот так вручную, а потом на швейной машине. Должно получиться так. Сначала шубка, потом петельки, воротничок и вот эта третья часть. После того, как вы пришили вручную, это надо прострочить на швейной машинке. Это будет сложно. Вот здесь надо хорошо разравнивать, чтобы эта деталь вот так вот не закусилась, не смялась. Делайте это медленно и расправляйте ткань. Также обратите внимание, чтобы эти участки были тоже разглажены, чтобы шов у вас не был заломлен, а красиво расправлен. Я пришила на швейной машинке. Теперь шов, которым я пришивала вручную, можно удалить. Теперь в горловине нам надо сделать несколько надрезов, аккуратно, так, чтобы не зацепить шов. Уголки тоже можно чуть-чуть отрезать. Теперь выворачиваем. Здесь можно протолкнуть палочкой для суши. У меня, видите, один конец получился чуть коротенький, а тут немножко длиннее. Это не критично. Уже настал вечер, я все шью. Теперь, что мы делаем? Берем этот участок, загибаем. Вот до этой петельки загибаем так, потом так и скрепим булавкой. С этой стороны делаем точно так же. Загибаем. Так. Так. И скрепляем булавкой. Теперь сравниваем, одинаковой ли длины у нас эти две стороны. Так. И так. Это чуть-чуть длиннее. Ее надо сделать либо короче, загнуть больше, либо эту сделать длиннее, загнуть меньше. Еще раз сверяем. Так. Теперь одинаковые. Дальше берем иголку с нитью и прокладываем строчку вручную.
Когда пришиваете здесь, разравнивайте ткань, чтобы она вот так вот не заворачивалась, не складывалась. Здесь надо постараться расправлять ткань и прошивать ее. Потом, когда вы будете прострачивать это на швейной машине, там тоже надо хорошо разглаживать. Я прошила. Булавки можно удалить. Теперь вам надо здесь прострочить на швейной машине. После этого этот шов, который вы сделали вручную, можно будет тоже удалить. Здесь надо строчить медленно и расправлять ткань, не позволяя ей сложиться в складки. Теперь вам надо взять рукав, загнуть его где-то на 2 сантиметра внутрь. Скрепите булавками. Сложите вот таким образом. Здесь придерживайте и проверяйте, одинаковая ли длина. Видите, здесь чуть-чуть длиннее, поэтому надо подвинуть. Еще раз сверяем. Теперь длина одинаковая. После этого прострочите по краю. Точно то же сделайте со вторым рукавом. Я прострочила. Теперь вам надо сложить шубку так, чтобы швы здесь сходились, чтобы не было так, а вот так. Скрепите булавками. С этой стороны аналогично. Сначала скрепляем вместе стыка швов под мышкой. Теперь вам надо прострочить здесь, здесь и здесь. Швы должны быть отдельными. Сначала рукав, рукав, а потом здесь и здесь. Не сшивайте это одним цельным швом. Теперь сделайте загиб. Скрепите булавками. Этот шов аккуратно разгладьте. Он не должен у вас заминаться. И прострочите. Теперь изделие можно вывернуть. Пришейте пуговицы напротив петелек. И изделие будет готово.
Шубка готова. Наслаждайтесь, а мне поставьте лайк.